Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это прохождение шестого этажа мистического царства в Тарисленд. И мы начинаем. Новый шестой этаж нас встречает лесной алтарь. Первый пак мы пролетаем насквозь, не спасая некое подобие существа из тюрьмы. Второй пак мы точно так же пролетаем. На третьем паке уже можно вызволить данное существо суккубку, чтобы упростить битву, так как ДПС у нас еще недостаточно высок для шестого этажа. И мы все это быстренько законтрим. На битве с боссом мы обязательно рассмотрим новый аффикс и насколько увеличился урон от босса, а также насколько дольше мы стали его бить. Все начинается по стандарту. Босс херачит по АОЕшке, мы стоим за спиной. И вот, появляются теневые круги. Из них надо выбежать, иначе нас законтрят. Следующий момент. Чтобы уничтожить теневых чудовищ, мы либо прыгаем в чужие, обязательный момент, да, в чужие круги, и таким образом схлопываются эти чудовища, либо используем навык контроля. Отбрасывание, стан и им сродни. Таким образом, этот аффикс контрится достаточно просто. Единственный момент, группе необходимо держаться друг с другом поближе, чтобы паладины, например, смогли прожать свою ауешечку по радиусу, роги дымовую завесу использовать, ханты, например, откинуть. Таким образом, мы спокойно избегаем аффикса. Но есть момент, если чудовище выползло, проходит пару секунд и с ним ничего не было сделано в плане контроля, и был нанесен ему урон, то уже этого моба не законтрить, и вам придется его добивать. Битва с боссом точно такая же. Необходимо круг вынести в моба, которого освобождает босс. Но мы продолжаем контрить аффикс. Откидывая чудовищ, мы сразу же от них избавляемся. Сатимейты помогают со статнями, если вы не успеваете. Выходим из радиуса ауешки и продолжаем пинать босса. Аффикс с лучами всем уже давно известен, проблем не вызывает. Главное ориентироваться по формату, кому проще добежать и изменить линию, чтобы она замкнулась по кругу, а не пересекалась с другой. То ты должен этим заниматься. Не надо всем дружно бегать, иначе начнется куча мала, вы начнете терять кучу здоровья. Вот сейчас была лужа паладина, и все мобы сразу же были уничтожены. Слизняк. На шестом этаже слизняк достаточно больнючая зараза, так как она живучая, много здоровья, и призывает кучу мелких говняков, которые параллельно с теневыми чудовищами начнет вам мешать. Поэтому не советую проходить здесь. Именно в этом ключе, да, можно выбрать тот же лагерь Корлиан, будет удобнее, либо дождаться. Можно покопить будет ключики, ну, собственно, проблем нет. Добиваем адов, добиваем босса и бежим к следующему. Нам чуть-чуть не повезло, очередные чудовища заспавнились прямо перед кончиной босса, соответственно, мы их быстренько контрим. Получаем свою награду, идем дальше. Второй босс, ничего сложного, ничего нового. Опять куча мобов, опять лучи и новый аффикс. Фокусим тех, кто у нас указан рядом с иконками нашей команды, да, так как это приоритетная цель. Быстренько от всех избавляемся, добиваем, проходим. Как будто бы нет проблем. Конечно, могут возникнуть проблемы, если это новая группа, это группа рандомов, вы не сыграны, вы не понимаете, как это происходит. Заранее обговорите все моменты, если вы не знаете, как проходить аффикс, или не поняли, что нужно делать, лучше уточните. Обязательно проверьте, что у вас взяты навыки на контроль. Вот, видите, да? Я не успел законтролить. Я получил урон. Ну и, соответственно, контролем откинув этого чудовища, я от него избавился. У нас появляется первый подопытный 28-й. Самое интересное, что он валится достаточно быстро.
Хотя ожидалось, что это будет долгий бой в связи с тем, что шестой этаж это все-таки усиленка по сравнению с предыдущими, когда мы были одеты. И вот сейчас мой косяк. Я вынес лужу достаточно далеко. Поэтому я бегу к своим тиммейтам, чтобы они перекрыли. Опять же, ваша лужа не обязательно будет нацелена на вас. Поэтому вы ходите, либо должны успеть за доли секунды, ну, если быть точнее, за пару секунд, да, запрыгнуть в этот круг при появлении чудовищ, чтобы их свейдить. Когда появляется два подобных на этом боссе, я думаю, уже все знают, что делать, да, мы контролим 55-го, так как у него есть сбиваемый каст, в отличие от 28-го. Если вы хотите получить дополнительное достижение по уничтожению этих подопытных, да, повторюсь, их нужно убить либо одновременно, либо с разницей там буквально в 5 секунд, если не ошибаюсь. Мы до сих пор мучаемся, страдаем, что не можем выполнить с рандомами достиженьку на тему того, что желешки поднимать с пола нельзя, да, постоянно кто-то цепляет. Я как РДДшник стараюсь находиться вдалеке, избегая этих желешек. И все, добив последнего, мы очередной раз наталкиваемся на новый аффикс, быстренько от него избавляемся, лутаем наградку и бежим дальше. Добежав до босса, будьте готовы, что бой будет проходить чуть иначе, нежели все привыкли. Все привыкли проходить этого босса в центре. То есть, как только появляется маленькая бомба под ним, все становятся в центр, заливает ее прямым уроном параллельно ауешкой, убивая босса. Но из-за аффикса есть некоторые проблемы. Поэтому заранее подготовьте себе меточки, расставьте их туда, куда вы будете бежать, если вдруг у вас засорется центр. Ничего страшного в этом нет. У вас остается маленький островок, на котором вы сможете в безопасности пережидать взрыв бомб. От луча мы выходим, здесь ничего интересного, если задели, хил нас быстренько прохилит. Продолжаем пинать босса. Ждем аффикса. Как только появляется аффикс, я готовлюсь прыгать в соседние. Но это мне не нужно. Откинув своего и задев соседнего, да, меня перестраховывает паладин, раскидывая свою лужу. И все чудовища у нас свейжены. Вот, продолжая бить босса. Мы продолжаем уворачиваться от всякого говна. Наш паладин ДДшник чуть подзасрал нам центр, да. Видели маленькую лужу. Ну, опять же, ее сейчас видно под боссом. Мы готовимся сражаться с чудовищами. Прыжком я убиваю одно чудовище из лужи. Остальное все и выйдется контролем. Очередная фронтальная атака от босса, из которой мы выбегаем. Чуть-чуть задела пару ДДшников. Хил это все выхиливает. И держимся на маленьком островке. Попрошу заметить, эти островки изначально уже поделены. То есть можно выбрать зону, любую, да, как я говорил, мы ставим туда меточку для удобства. И потом все туда будут сбегаться, чтобы избежать урона. Очередные чудовища, мы их отталкиваем, контрим и так далее. И аффикс пройден. Дурянную бомбу мы уничтожаем по фасту, да, и видите здесь такой маленький треугольничек, островочек остался, и мы добили босса. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи.